Здравствуйте, друзья! Слушайте и смотрите канал Влог 360! Ухелянд бежал с окраины. Дамы и господа, честной люд, всем салют. Рад вас приветствовать на канале Влог 360. Для тех, кто не знал, меня зовут Сергей, не лысый таксист, и я вещаю из мобильного офиса. Времечко появилась, тут стояночка такая хорошая, дачки, все зелено, птички поют, красота. Да, очень красиво. Весна все-таки, весна. Поздравляю вас всех с наступлением весны. И не надо мне указывать, как я должен снимать ролики. Если вам что-то не нравится, ну вы проходите мимо. Хочу я говорить много, иначе буду говорить. Канал мой. Те, кто остались, огромное спасибо. Канал влоговый. Мне хочется с вами пообщаться. А вообще скоро мы с вами устроим стрим. Длинный стрим на часов 5-6. У меня будет дорога в Швецию. И болтать будем, 2 дня будем болтать только. Я музыку красивую вам буду включать, а вы будете слушать и комментировать. Так, ну что, вы видите от себя с правой стороны на дисплее, на экране телефона, на мониторе 2 QR-кода. Это тоже мои каналы. Я являюсь автором этих каналов. Также музыка, влоги, описание для этих роликов. Ссылки вы найдете в описании под роликом. Посмотрите. Дача, путешествия, обзоры отелей. Ну так, сегодня понемножку, в принципе. Канальчики маленькие, удаленькие. Переходите. Вам не трудно, мне приятно. Также видите QR-код. Это телеграм-канал, был создан специально для этого YouTube-канала, чтобы могли поделиться своим мнением, ссылками и откомментировать, если вы не можете выразиться на YouTube. Не хватает слов. Остан, то есть Пасха. Ну, Пасха прошла уже. Католическая, да, ролик чуть позже вышел. Ну да, у меня так получается снимать то, что я постоянно в командировках, да, я за неделю набираю материал в отеле, и потом дома я монтирую все это. Чуть позже ролики выходят, всю информацию. Ну, я не на новостной канал, поэтому я не собираюсь, да, за кем-то гнаться, а покажу то, что я нашел. Очень много возмущений именно с немецких каналов. В соцсети гремят, до сих пор все гремят. Почему опять гости едут к себе на родину, где идет война, как они это утверждают. Они бежали от войны, но они едут туда проводить свободное время, отпуск, Пасху. Иначе во время Пасхи войны не будет или не идет. Это по их мнению. Там безопасно. Но когда приходит срок получать социальные пособия, все тут как тут. Срок подошел. И то, что не быть голословным, то, что именно немецкие каналы, я вам включу с несколько роликов подряд немецких с переводом. Коротенький, послушайте. Ukrainer aus Deutschland machen Osterurlaub in der Heimat und verursachen große Staus auf dem Weg in Richtung Ukraine. Ein Großteil der Ukrainer empfängt Sozialhilfe vom deutschen Staat, weil sie hier eigentlich Schutz suchten. Ist es legitim, auf Staatskosten zurück ins Kriegsgebiet zu fahren, um Urlaub zu machen? Deutsche Familien hingegen müssen aufgrund der hohen Energie- und Spritkosten ihren Urlaub oft absagen. Wer zu Ostern in die Ukraine will, braucht vor allem eins: Geduld. An den Grenzen stauen sich aktuell tausende Fahrzeuge. Wartezeiten von mehreren Stunden sind normal. In Spitzenzeiten sogar bis zu einem ganzen Tag. Слышали? Можно весь день простоять в пробке на границе. Едут. Хотя местные налогоплательщики, многие отказывают себе в отпуске, так как поднимаются цены, или поднялись уже на энергоносители всевозможные. И как-то пытаются они прожить. Ролик еще один, смотрим. Ostern in der Ukraine. 24 Stunden Stau an der Grenze. Doch die Menschen fliehen nicht vor dem Krieg, sie reisen für Heimaturlaub hinein. Während deutsche Familien jeden Euro umdrehen und Rentner Flaschen sammeln, finanzieren Steuergelder indirekt Reisen in ein Land, in dem täglich Raketen fliegen. Geld für Schutz, nicht für Urlaub im Kriegsgebiet. Wer freiwillig zurückkehrt, besteht da noch Schutzbedarf oder wird das System ausgenutzt? Das ist kein Hass, sondern gesunder Menschenverstand. Schreib deine Meinung in die Kommentare. Да, напишите свое мнение в комментариях. Как вы на это смотрите? Налогоплательщики. Еще ролик, слушаем. Osterurlaub in der Heimat.
24 Stunden Stau Richtung Ukraine und das finanziert vom Bürgergeld. Während deutsche Familien jeden Euro zweimal umdrehen, stehen an der polnisch-ukrainischen Grenze über Ostern Zehntausende Autos im Stau. Nicht raus aus dem Kriegsgebiet, sondern rein. Bis zu 24 Stunden Wartezeit, um freiwillig in ein Land zu fahren, in dem täglich Raketen einschlagen. Reporter berichten, die Menschen wollen Ostern feiern, mit Familie, mit Freunden. Aber hier beginnt die Frage, die viele Deutsche wütend macht. Denn diese Reisen werden indirekt vom Steuerzahler ermöglicht. Вы заметили, все, буквально все в этих роликах упоминают Steuerzahler, то есть налогоплательщиков. Ukrainische Geflüchtete erhalten Bürgergeld, oft über 500 Euro im Monat. Geld für Schutz, nicht für Heimaturlaub im Kriegsgebiet. Und jetzt ehrlich, wer freiwillig zurückfährt, braucht der noch Schutzstatus? Вот это мне тоже вопрос очень интересует. Кто едет туда фрайвилlig, то есть, сам едет туда отдыхать, хотя там война, он бежал от войны. Нуждается ли вообще он в помощи и в защите? Это очень интересно. Вы напишите, нуждаются ли такие люди в защите, которые едут обратно, скассировать деньги, и едут обратно провести отпуск. Это мне интересно почитать, ваше мнение будет. Oder wird das System ausgenutzt? Während Rentner Flaschen sammeln, Вот рентно фляши замыль. Как я уже несколько раз говорил, да, пенсионеры собирают бутылки. wird mit Sozialgeld gefahren und gefeiert. Fragen sind erlaubt. Das ist kein Hass, das ist gesunder Menschenverstand. Diskutier mit, teile das, sag deine Meinung. Deutschland muss das endlich offen diskutieren. Он прав. Это должно все открыто дискутироваться на всех платформах. Почему? Почему так? Еще один ролик. Osterurlaub in der Heimat. 24 Stunden Stau Richtung Ukraine und das finanziert vom Bürgergeld. Während deutsche Familien jeden Euro zweimal umdrehen, stehen an der polnisch-ukrainischen Grenze. Так, ладно, дальше мы слушать не будем. Это, в принципе, все одно и то же. Обсуждают все одно и то же. Едут на Пасху в гибиты, в те районы, там, где идет война, откуда они бежали от войны, как они говорят, да, и едут туда. Вот такие, ребятки, делишки. Это еще не все. В принципе, я сейчас поставлю еще блогера русскоязычного. И он это обсуждает. Да, мне мои 5 копеек надо вставлять, так как мой контент базируется на том, что я ищу различные ролики, комментарии, осуждения, позитивные, негативные. И показываю вам. Ролики не мои, поэтому должен как-то их разбирать. Перед тем, как я поставлю вам следующий ролик, Cargo In доставить, растаможить ваши грузы по всему миру, Америка, Европа, страны СНГ, включая РФ. Быстро, без заморочек. Все контактные телефоны и электронную почту вы найдете в описании под этим роликом. Смотрим. Друзья, немцев поразили эти кадры, Не то слово поразили. что на границе Польши-Украины в сторону Украины выстроилась пробка почти на 12 часов. Представляете, почему все это происходит? Потому что на праздники пасхальные украинцы возвращаются домой. То есть в страну, где идут активные боевые действия, украинцы едут домой. Немцы уже задолбались видеть кадры. Полные автобусы людей едут домой, понимаете, не сюда, а домой. То есть проводят там праздники, там свои дела делают. Это, конечно, хорошо, что можно увидеть родных, близких, но, друзья, это не нравится местным. Знаете, да, когда ты ездишь сюда, собираешь бабло и возвращаешься домой на отдых. То есть, представляете, когда здесь старики побираются в мусорках, а люди не знают, как прокормить свою семью, украинцы сотнями или даже тысячами возвращаются домой на праздники, как на рождественские, так и на пасхальные. Странно, да? Очень странно. Очень странно. Ваше мнение, ребят, напишите мне, справедливо это вообще или нет. Как-то называть их, я не буду никак называть, да? Я вас попрошу в комментариях написать, справедливо это вообще или нет. Как
это делается. Значит, ехать в те районы, где идет война, бежавшие от войны, ну, на праздник ехать туда. Воспользовавшись налогами, налогоплательщиков, я нахожу все это неправильно, совсем неправильно, да. И в то же время, когда им это разрешается ехать, а в Германии, кстати, ну, закон этот отменили уже, да, они с 17 лет до 45 лет ввели, что местные не могут выехать более чем на 3 месяца. Но этот закон уже отменили, так что можно вздохнуть легче, кому 17-45, да, чтобы покинуть Германию. Значит, местным нельзя было выезжать, а им можно. Это вообще несправедливо. Ваше мнение, Гефракт. Спасибо, что досмотрели до конца. Лайк, комментарий. Как я уже сказал, это не новостной канал. Я делаю подборку разных роликов. Также не забываем подписаться на этот канал. Добра, удачи!